Здравствуйте! Сегодняшний выпуск будет посвящен творческому наследию всемирно известной группы Санта Эсмеральда. Эта франко-американская группа была наиболее активна в период с 1977 по 1983 год. В последние десятилетия эта группа в основном занималась концертной деятельностью в разных своих вариациях. Я купил для своей коллекции практически все ее альбомы, которые выходили с 1977 по 1982 год включительно, а также 3 сольных альбома первого вокалиста группы Лероя Гомеса. Я люблю стиль диско. Годы моей юности пришлись на расцвет этого стиля, на расцвет и пик популярности диско-стиля. Поэтому в моей коллекции есть сотни альбомов всемирно известных исполнителей этого стиля. И я предлагаю сегодня поговорить об одном из них – группе Санта Эсмеральда. Как вы знаете, группа Санта Эсмеральда была основана в 1976 году в Париже французским продюсером и композитором Николасом Скорски и композитором Жаном Мануэлем де Эскарана. Для созданной ими же в том же году звукозаписывающей компанией EFOS Puma Production. Что касается происхождения названия группы, то, как утверждал первый вокалист группы Лерой Гомес, название свою группа получила из книги Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери». Помните цыганку Эсмеральду? Группа Санта Эсмеральда задумывалась как исключительно студийный проект. Основной идеей нового проекта было объединение диска и фламенко. В качестве вокалиста и саксофониста был приглашен американский музыкант Лерой Гомес. Лерой Гомес родился 8 июля 1950 года в Эрхеме, штат Массачусетс, США, в маленьком городке на Кейп-Коде. Гомес выходец из Кабо-Верде. Именно школьная учительница Гомеса посоветовала родителям Лероя отправить их сына на обучение музыке. Научившись петь и играть на саксофоне, Гомес начал свою музыкальную карьеру, когда ему исполнилось 12 лет. В 14 лет Лерой уже основал свою собственную группу Highlight. Ребята репетировали каждый день после школы в подвале в течение года, а затем наконец-то получили свое первое оплачиваемое выступление в школьном клубе. После пары лет игры по городу с группой Highlight гитариста группы Дэвида Кардосу, который был на несколько лет старше Гомеса, призвали в армию. Примерно в это же время Чаби Таварес предложил Гомесу играть в его новой группе. А 6 месяцев спустя, когда Чаби вернулся к своим братьям в группу Таварес, он взял с собой и Гомеса. Так Лерой стал их саксофонистом на следующие 5 лет. Члены группы Таварес по происхождению также были из Кабо-Верде. С этой группой Лерой выступал на концертах в Соединенных Штатах, Канаде, Европе. После завершения концертного тура группы Таварес по Италии Лерой решил, что пора двигаться дальше. Поэтому он в аэропорту Милана попрощался с братьями Таварес и запланировал ехать в Лондон, но так и не добрался до Англии, остановившись в Париже, чтобы увидеть Эйфелевую башню. И уже на второй день в Париже у Гомеса был первый концерт. И он остался во Франции, став одним из лучших сессионных музыкантов того времени, а также и бэк-вокалистом. Лерой работал в качестве сессионного музыканта со многими известными французскими исполнителями, а в 1973 году Лерой даже записал партию саксофона в песне Social Disease «Социальная болезнь» для известного альбома Элтона Джона Goodbye Yellow Brick Road. Первым сольным успехом Лероя Гомеса стал его сингл Here We Go Round, вышедший в 1975 году. Сингл мгновенно стал хитом во Франции, Европе и Латинской Америке. В конце концов, Лерой Гомес познакомился с Николасом Скорски и Жаном Мануэлем де Эскарана, авторами песен, которые тогда открыли собственный лейбл и пригласили Лероя в свой проект. В состав группы Санта Эсмеральда также вошли клавишник Жан-Клод Пети, Хосе Соук – испанская гитара, Слим Пезин – электрогитара, а также басист Кристиан Падаван. Свой дебютный студийный альбом группа Санта Эсмеральда выпустила в 1977 году,
Альбом выходил на лейблах Philips и Casablanca. В моей коллекции данный альбом представлен выпуском компании Philips. После своего выхода дебютный альбом Don't Let Me Be Misunderstood несколько недель входил в десятку лучших по всей Европе. На альбоме диско-музыка в виде смешения с разными стилями. Этот альбом наполнен жизнерадостной танцевальной музыкой. Заглавная и самая популярная песня дебютного альбома группы Санта Эсмеральда Don't Let Me Be Misunderstood была написана Бенни Бенджамином, Хорасом Оттом и Солом Маркусом для американской певицы, автора песен и пианистки Нины Симон, которая и записала первую версию этой песни в 1964 году. Композитор и аранжировщик Хорас Отт придумал мелодию и текст припева этой песни после небольшой ссоры со своей девушкой и будущей женой Глорией Коудуэлл. Затем Отт передал песенный материал своим партнерам Бенни Бенджамину и Солу Маркусу для завершения работы над песней. Однако, когда пришло время выдавать авторские права, правила этого времени не позволяли авторам радиовещательной музыкальной корпорации, членом которой и являлся Хорас Отт, официально сотрудничать с членами Американского общества композиторов, авторов и издателей, куда входили Бенни Бенджамин и Соло Маркус. Поэтому Хорас Отт указал вместо своего имени имя Глории Коудуэлл, своей жены. Блюз-роковая версия песни в исполнении группы The Animals стала трансатлантическим хитом. Их версия этой песни была выпущена в США в 1964 году и в 1965 году в других странах, включая Великобританию, Японию и страны Европы. Песня в исполнении группы Animals поднялась на 3-е место в британском чарте синглов, на 15-е место в поп-чарте синглов США и на 4-е место в Канаде. Песня заняла 322 место в списке журнала Rolling Stone 500 величайших песен всех времен. Диско-версия этой песни от Санта Эсмеральда была выпущена осенью 1977 года. Она попала в мировые чарты и стала мультиплатиновой. Группа Санта Эсмеральда взяла за основу вариант песни в исполнении группы Animals и преобразовала ее в диско, фламенко и другие элементы латинского ритма. Диско-кавер этой песни, выпущенный как клубный ремикс на 12 дюймах, пользовался огромной популярностью и занял первое место в чарте Billboard Club Play Singles в США, а также в некоторых европейских странах. Хотя в общем сингл занял 4-е место в чарте Hot Dance Disco Club Play. Аранжировкой этой песни занимался культовый музыкант среди поклонников евродиско Дон Рэй. Да, тот самый Рэй, который играл на клавишных на 4 альбомах Марко Чероне. И вот что интересно, идея записать песню Don't Let Me Be Misunderstood в латинской версии принадлежала Сэму Чуеке. Сэм немного играл на акустической гитаре и работал в музыкальном бизнесе, на радио и телевидении. Сэм подошел к Николасу Скорски и рассказал ему о своей идее с ритмом фламенко в песне Don't Let Me Be Misunderstood. Скорски подхватил эту идею, он нанял Дона Рэя, чтобы тот нашел музыкантов и сделал аранжировку данной песни. К сожалению, Сэм так и не получил признания за свою идею. Его не указали в титрах и не выплатили никакого гонорара. Сэм Чуека подал в суд на Николаса Скорски за то, что тот использовал его идею записи песни Don't Let Me Be Misunderstood в стиле фламенко. За это Сэма исключили из группы. Дон Рэй и Лерой Гомес встали на сторону Сэма в суде. За это уволили из группы и Лероя Гомеса. Диско-версия песни Don't Let Me Be Misunderstood в исполнении Санта Эсмеральды состоит из 2 частей и занимает всю первую сторону пластинки – 16 минут сплошного удовольствия, сочетающего фламенко, рок и диско, в сопровождении соответствующего вокала Лероя Гомеса. Вторая часть трека называется «Эсмеральда Сюита», и по сути это импровизация на сам хит. Послушайте перевод текста этой песни. «Детка, ты меня теперь понимаешь? Иногда я чувствую себя немного злым, но разве ты не знаешь, что никто из живых не может быть всегда ангелом? Когда что-то идет не так, я кажусь плохим, потому что я просто душа с добрыми намерениями. Господи, пожалуйста, не дай мне быть неправильно понятым. Если я кажусь нервным, я хочу, чтобы ты знала, я никогда не хотел вымещать это на тебе. У жизни есть свои проблемы, и я получил свою долю. Это одна вещь, которую я никогда не хотел делать, потому что я люблю тебя.
детка, ты знаешь, что я всего лишь человек. И у меня есть мысли, как и у любого другого мужчины. И иногда я ловлю себя на том, что, о боже, сожалею. Какая-то глупость, которую я сделал. Но я всего лишь душа с добрыми намерениями. Господи, не дай мне быть неправильно понятым. Не позволяй мне быть неправильно понятым. Вторую сторону альбома открывает отличный образец теледиска – песня «Глория». Это также кавер на старую рок-песню, написанную североирландским певцом и автором песен Ваном Моррисоном. Первыми эту песню исполнила группа Моррисона Them в 1964 году. Песня стала основным продуктом гаражного рока и частью репертуара многих рок-групп. Песня попала в чарт Billboard Hot 100. По словам Моррисона, он написал песню «Глория» в 1963 году, когда ему только исполнилось 18 лет. Каверы на эту песню исполняли многие известные группы и исполнители. Например, такие как знаменитая рок-группа The Doors. В их исполнении песня также попала в чарт Billboard Hot 100 в 1983 году. Далее за песней «Глория» следует один из моих любимых треков на этом альбоме группы Санта Эсмеральда. Это нежная романтическая баллада «You Are My Everything», с авторами которой были Лерой Гомес и Жан-Мануэль Дескарана. В титрах он указан под своим псевдонимом Коб. Мелодия этого трека весьма запоминающаяся, и ее хочется слушать неоднократно. Баллада «You Are My Everything» была очень популярна на радио и получила широкое распространение в эфире, хотя таки не попала в чарты. Завершает альбом трек «Blackpot» «Черный горшок», исполняемый в стиле Сантаны. Альбом был продан в количестве 15 миллионов экземпляров всего лишь за несколько месяцев после своего выхода. А за все время было продано 25 миллионов экземпляров этого альбома. Альбом получил 48 золотых и 42 платиновых сертификаций. Уникальный гитарный стиль исполнения Санта Эсмеральды и сегодня звучит великолепно. В 1977 году вышел второй студийный альбом группы Санта Эсмеральда. В США он выходил в 1978 году. Альбом назывался The House of the Rising Sun – Дом восходящего солнца, или его еще называли Санта Эсмеральда 2. Я для своей коллекции купил два экземпляра этого альбома. Один европейский, а в Европе этот альбом распространялся компанией Philips, и американский, это все еще запечатанный экземпляр, который я держу в руках. Он выпускался в 1978 году компанией Casablanca Records. Один из этих альбомов я вынужден был продать, и вот сейчас у меня остался только единственный экземпляр, американский, выпущенный в 1978 году, и он все еще запечатан. Я думаю, что мой видеорассказ – хорошая причина для того, чтобы наконец-то открыть эту пластинку, хранившую молчание в течение 45 лет, и наконец-то ее послушать. Как я и говорил ранее, изначально Санта Эсмеральда создавалась как студийный проект, но успех дебютного альбома группы дал понять, что проекту нужны концертные выступления. Для проекта Санта Эсмеральда была собрана гастрольная группа, включающая несколько танцовщиц, одна из которых по имени Текила появится на обложках нескольких альбомов и синглов, и в конечном итоге станет женой вокалиста Лероя Гомеса. Концертный вариант группы выступал в роскошных цыганских костюмах с соответствующим антуражем и с великолепной хореографией. Группа проводила успешные концерты на всех континентах. Они гастролировали с легендой диска Барри Уайтом и присоединились к туру Карлоса Сантаны. Санта Эсмеральда быстро стала международным хедлайнером, гастролируя в Пуэрто-Рико, Венесуэле, Бразилии, Канаде и США. Лерой Гомес покинул Санта Эсмеральду в начале 1978 года и занялся сольной карьерой. К тому времени он уже записывал свой дебютный сольный альбом «Gypsy Woman», а новым вокалистом группы Санта Эсмеральда стал Джимми Гоингс. Джимми Гоингс родился в США, в штате Южная Дакота. Юношей он отправился в Калифорнию, работал звукооператором и музыкантом. Хотя фанаты группы считают, что вокал Гоингса был более роковым, чем задушевный и тоскующий вокал Гомеса, группе Санта Эсмеральда таки удалось всю энергию и стилистику исполнения дебютного альбома перенести на свой новый альбом House of the Rising Sun. Снова, как и на дебютном альбоме, первую сторону пластинки занимает один заглавный трек, который потрясающе звучит 16,5 минут.
Снова наполнен он великолепными богатыми фактурами испанских гитар, струнных, валторн и хлопков в ладоши. И, конечно же, он затмевает собой всю вторую сторону этого альбома. Группа тогда и ставила перед собой задачу выпустить альбом, который бы не уступал их сверхпопулярному дебютному альбому. Заглавный трек House of the Rising Sun стал впоследствии, можно сказать, диско-гимном и для последующих поколений, выдержав испытание временем. Алан Прайс из группы The Animals, который занимался аранжировкой этой песни, утверждал, что на самом деле «Дом восходящего солнца» – это не американская, а английская народная песня 16 века о борделе в лондонском районе Сохо. Это потом ее увезли в Америку иммигранты, и песня прижилась в Новом Орлеане. Новый альбом Санта Эсмеральды снова принес группе международный успех, утвердив их классическое самобытное звучание. Конечно, в заглавном треке проскальзывают время от времени мотивы их предыдущего хита, но это не влияет на общее положительное восприятие новой работы. Трек «Дом восходящего солнца» также содержит в себе дополнительную часть под названием «Quasimodo Suite». Соавтором этой дополнительной части вместе с Сикорски и Скарано был французский композитор и аранжировщик Жан-Клод Петти. Вторая сторона альбома открывается хорошим диско-фанковым треком «Dance You Down Tonight». Соавтором этого трека был вибрафонист Стив Нельсон. Особых эмоций эта песня лично у меня не вызывает. За ней следует баллада «Nothing Else Matters», остальное не важно. Авторами этого трека были Сикорски, Скарано и Кэрол Джин Эллис. Лично мне этот трек нравится. Он звучит романтично и прекрасно демонстрирует музыкальную эпоху поп-песен того времени. Закрывает альбом кавер на песню «Hey Gib» шотландского певца, автора песен и гитариста Донована. Он выпускал ее в качестве сингла еще в 1965 году. Версия Санта Эсмеральда безусловно звучит более современно. Джимми Гоингс исполняет ее уверенно, в соответствии с содержанием текста песни, в которой поется о том, как парень настойчиво упрашивает девушку отдать свою любовь, соблазняя ее обещаниями купить ей то «Шевроле», то «Форд Мустанг», то «Кадиллак», то «Особняк на холме». На альбоме House of the Rising Sun группе Санта Эсмеральда удалось сохранить свою индивидуальность и самобытность, исполняя песни в стиле, содержащем латиноамериканские народные мелодии. Санта Эсмеральда со своей новой работой «Дом восходящего солнца» вошла в двадцатку лучших диско-хитов.